Здравствуйте, дорогие садоводы! Наверняка вы не раз встречали в интернете знаменитый рецепт суперподкормки для томатов. Ролики с ним набирают миллионы просмотров, и авторы обещают настоящие чудеса. Урожай будет чуть ли не в разы больше. Но так ли это на самом деле? Что это? Чудо-средство или все-таки садовый миф? Я предлагаю разобраться в этом вместе, но не просто на словах, а с точки зрения науки. Давайте посмотрим на каждый компонент и поймем, что там действительно работает, а что может быть даже опасно для наших с вами растений. Итак, для начала давайте вспомним тот самый народный рецепт. Уверена, многие его сразу узнают. Разберем его, что называется, по косточкам. Что же в этом классическом рецепте? Борная кислота для хорошей завязи. Марганцовка, это для защиты от болезней, всем известно. Йод как антисептик. Мочевина, конечно, для пышной зелени. И, наконец, молоко. Оно нужно, чтобы все это добро подольше на листьях держалось. На первый взгляд все звучит очень логично, правда? Но вот тут и кроется главная загадка. Почему у одних садоводов от этой подкормки томаты просто колосятся, а у других внезапно желтеют листья и растения начинают болеть? Вся суть в деталях, в химии. Давайте посмотрим, какие скрытые риски таит в себе эта популярная формула. Начнем с борной кислоты. Бор — это без преувеличения элемент плодородия. Именно он помогает цветку превратиться в зависть, в будущий помидорчик. Но вот в чем загвоздка. Грань между пользой и вредом здесь невероятно тонкая. Для томатов нужно всего-то 1,5 грамма на 10 литров воды. Чуть-чуть больше, и вы получите настоящий химический ожог на листьях. То же самое и с йодом. Да, это прекрасный антисептик. Он может помочь в борьбе с фитофторой, главной головной болью всех, кто выращивает томаты. Но опять же, дозировка. Больше 2 мл на ведро воды, и полезный элемент превращается в настоящий яд для растения. Снова та же история. Польза и вред ходят рука об руку. Теперь мочевина или карбамид. Это азот в чистом виде. Конечно, он нужен для роста, для сочной зеленой листвы. Растение становится мощным, красивым. Но если переборщить, томаты начинают, как говорят в народе, жировать. То есть вся сила уходит в ботву, в огромные листья, а про цветы и плоды растение будто забывает. В итоге шикарный куст и 0 урожая. И, наконец, молоко. Его добавляют в качестве прилипателя, чтобы наш раствор не стекал с листьев сразу. Идея-то хорошая. Но что происходит с молоком в теплой влажной теплице? Правильно, оно скисает. Прямо на листьях. И эта кислая пленочка становится просто-таки раем для всяких грибков и болезней. Вместо защиты получаем рассадник заразы. Ну что ж, теперь понятно, что главные враги — это неверные дозировки и неподходящие условия. Основываясь на этих выводах и собственном опыте, я поработала над этим рецептом. Я все пересчитала, подобрала безопасные пропорции, чтобы получить стабильный результат без всяких рисков даже для молодой рассады. Итак, вот он, мой улучшенный, безопасный рецепт. Все расчеты на стандартное 10-литровое ведро воды. И тут, пожалуйста, будьте точны. Берем 1,2 грамма борной кислоты, 12 граммов мочевины, всего 1 миллилитр йода. А теперь самое главное. Вместо молока мы используем 10 миллилитров гумата калия и добавляем один, так сказать, секретный ингредиент – 1 грамм сульфата магния. Почему именно гумат калия, а не привычное молоко? Тут все очевидно. Во-первых, он никогда не скиснет в теплице. Во-вторых, это не просто клей. Гумат калия помогает растению лучше впитывать и усваивать все полезные вещества из нашей подкормки. И в-третьих, он сам по себе является мягким и безопасным стимулятором роста. Сплошные плюсы. Но приготовить хороший раствор — это только половина дела. Чтобы он сработал на все 100, его нужно правильно применить. Поверьте, это не менее важно, чем сам рецепт. Запомните несколько простых правил. Обрабатываем и листья, и цветки. Делаем это либо рано утром, либо вечером, когда солнце уже не жарит. Вода обязательно должна быть теплой, примерно 22-25 градусов, чтобы не было шока для растения. И самое важное, распылитель настраиваем на мелкий-мелкий туман, почти как облачко, чтобы раствор окутывал листья, а не лился с них ручьями. Повторяем такую обработку раз в 10-14 дней, и всего за сезон не больше 3 раз. А теперь давайте пройдемся по главным ошибкам, чтобы их точно не совершать. Первое и самое главное — не сыпать ингредиенты на глазок.
По принципу «кашу маслом не испортишь». Здесь испортишь и получите ожог. Второе, не надо растворять борную кислоту в кипятке. В очень горячей воде она теряет свою силу. Третье, никогда не опрыскивайте днем под палящим солнцем. И четвертое, как мы уже поняли, забудьте про молоко в жаркой теплице, если не хотите спровоцировать грибок. Ну а теперь о том самом секретном компоненте, который я добавила в рецепт. Это небольшой штрих, который на самом деле меняет очень многое и выводит нашу подкормку на совершенно новый уровень. И это магний. Мы используем его в форме сульфата магния. О нем часто забывают, а зря. Представьте себе, что магний — это сердце молекулы хлорофилла. А хлорофилл — это то, что делает листья зелеными и позволяет растению дышать солнцем, то есть фотосинтезировать. Проще говоря, без магния у растения просто не будет энергии ни на рост, ни на плоды. Это его мотор. И вот что показал мой личный опыт. Добавление всего лишь 1 грамма сульфата магния на ведро раствора увеличило количество завязавшихся плодов примерно на 20%. Согласитесь, это очень и очень ощутимый результат. И что самое интересное, магний и бор работают как идеальные партнеры. Бор, как мы помним, отвечает за зависть. Он как бы говорит растению: вот сюда, в цветок, нужно направить все силы. А магний дает ту самую энергию, то самое топливо для фотосинтеза, чтобы эти силы появились. В итоге мы получаем идеальный баланс. И листва мощная, и цветки не опадают, и плоды завязываются стабильно. Конечно, все это я проверила не только в теории, а на своих грядках, на своем участке. В прошлом сезоне я использовала эту подкормку на сорте хабаровский и на нескольких моих любимых черри. И знаете, результат меня очень порадовал. Плодоношение было очень дружным, ровным, практически не было пустых цветочков, а сами кусты стояли такие крепкие, зеленые, здоровые, просто загляденье. Какой же из всего этого можно сделать вывод? Народные рецепты — это кладезь мудрости, но когда мы подкрепляем их научными знаниями, то получаем не просто случайную удачу, а стабильный, предсказуемый и, главное, безопасный результат. Ведь самые лучшие, самые богатые урожаи всегда рождаются там, где опыт встречается с наукой.